Это история о маленькой девочке по имени Лили, послушной и скромной ученице монастырской школы. Так ее видят окружающие, ведь серийных убийц нельзя распознать сразу. А вот хороших девочек можно. Я объясню вам сиквел игры Эдна и Харви, Новые глаза Харви. И объясню вам не только сюжет, но и глубокие психологические аспекты персонажей. Мы разберемся, как история Лили раскрывает тему невидимых травм и противоречий, которые скрываются под маской хорошей девочки. Будьте готовы погрузиться в мрачные тайны, которые ждут нас в этом захватывающем сиквеле. Я объясню вам, что происходит, что значили слова доктора Марселя, и закрою сюжетные дыры, которые могли у вас появиться во время прохождения. Для начала вспомним, чем же закончилась первая часть. Эдна спустя 10 лет пребывания в психбольнице сбегает и возвращается в дом своего отца, где вспоминает события до начала игры. Она малолетняя убийца. Ее жертвой стал мальчик Альфред, сын доктора Марселя, владельца той самой лечебницы. Она столкнула его с лестницы, и тот трагически был убит. Матис Конрад, отец Эдны, взял на себя вину, за что был казнен. А Марсель, по просьбе Матиса, пообещал позаботиться об Эдне, но вместо этого держал ее в камере с мягкими стенами, раз за разом стирая ее память, чтобы сделать из нее более идеальную и послушную версию своего мертвого сына. Игра закончилась тем, что Эдна столкнула доктора Марселя с той же лестницы, с которой столкнула его сына, и сбежала из города, наконец обретя свободу. В отличие от первой части, главной героиней в этот раз выступает девочка Лили, которая столкнулась с хейтом не только со стороны других персонажей игры, но и самих игроков, ведь все ожидали видеть Эдну. Очевидно, игра же называется Эдна и Харви. Но давайте я вам объясню. Поки очень хотел сделать продолжение, у него были разные идейки для спин-оффа, и чем дольше он думал, тем больше понимал, что не может создать преемника Эдны, который не был бы самой Эдной. Поэтому было принято решение создать Лили, персонажа с другой историей и характером, но в той же вселенной. После событий первой части прошли недели. Эдне удалось сбежать, а Горацио удалось выжить после падения с лестницы. Но покушение не обошлось для него без последствий. Теперь он передвигается в инвалидной коляске, а на глазу теперь красуется повязка после четкого попадания клюшкой в глаз. План по созданию идеальных детей при помощи его корректировки характера не сработало. Поэтому после смерти Альфреда он решил, что детство – это болезнь, которую нужно искоренять. Поэтому после того, как в море были найдены остатки Харви, он решил создавать гипнокроликов по образу Харви, чтобы использовать на детях гипнотерапию, или, скорее, гипновнушение, где он сможет контролировать волю ребенка. Он полностью начал посвящать себе этому, забил на свой же приют для душевнобольных. Больные стали более свободными, ведь за ними перестали следить. Они могли свободно бродить по всей территории лечебницы, а в последующем и вообще начали сбегать и бродить по городу. Отмахиваясь от этого, Марсель заставлял своих сотрудников ловить их и возвращать обратно в психушку. Все эти события всколыхнули город. Мы еще из первой части знаем, что о любом пуке пишут в газете, а тут в одну ночь побег, авария и покушение. Конечно, об этом расскажут в газетах, и все начнут говорить об этом, что и случилось. Так, слухи дошли и до монастыря, что смотрит прямо на лечебницу. При этом в монастыре имеется школа-приют для детей. И в этой школе живет и учится главная героиня этой части Лили. Хорошая девочка с плохими мыслями. Но как она туда попала? Где ее родители? Начнем с папы. Он умер от сердечного приступа. Лили много времени проводила в исповедальне. Только она знала, что бубнила она часами. По крайней мере, с тех пор, как отец, исповедавший ее, умер от сердечного приступа. Вообще, у меня есть забавная теория. Помните того блондинистого мужчину, что работал в часовне на кладбище и был повешен ключником? Что, если он отец Лили? Он вполне мог исповедовать в монастыре, раз играл на органе,
или кем он там работал. А еще они похожи. И если вам мало внешнего сходства, то давайте заглянем в пещеру, где Лили тусила вместе с Эдной. Тут есть старое зеленое кресло. На таком же кресле смотрел телевизор тот мужчина прямо перед своим убийством. А так как говорить маленькой девочке, что ее отца убили жестоко, ей могли наврать про сердечный приступ. Но давайте закончим с теориями и перейдем к фактам. С отцом разобрались. Где мать? В дополнение нам четко дали понять, что копилка с пожертвованием морякам, погибшим в море, подсказка. В дополнение Поки сказал: еще один интересный момент – коробка для пожертвований тем, кто погиб на море. Потому что это единственный в мире намек на то, что случилось с родителями Лили и почему она сирота, воспитанная в монастырской школе. И мы можем смело предположить, что мать Лили погибла в море при неизвестных обстоятельствах. Вот почему Лили растет в приюте. Но я не могу сказать вам точно, ведь нам одновременно говорят разную информацию. Здесь нам говорят, что отец Лили был моряком. Лили тоже получила такую копилку, когда ее отец пропал в море. Наверное, ассоциация мертвым морякам долго ее собирала. Но при этом он умер от сердечного приступа. Но рассказчик постоянно нам говорит, что Лили снятся пожары, и причина тому та, что Лили пироманка и могла сама убить своих родителей, устроив пожар. Это подтверждается также тем, что Эдна устроила пожар в прерии, а мы знаем, что Эдна лишь часть подсознания, и действует она руками девочки. Ну, или вот вам хотя бы обращение внутреннего демона Лили, когда та смотрит на костер на кладбище. Ты знаешь, что надо делать, Лили. Подожги здесь все. Учитывая то, что мы вновь играем за убийцу, может быть что угодно. Но вернемся к сюжетным дырам. Я точно могу вам сказать, что Лили знает о существовании Эдны. Все об этом знают. Но откуда она тогда знает подробности о Харви или о том, как она сбежала? Камон, а вы забыли, как в первой части в газете во всех подробностях рассказывали, как вор сбежал из тюрьмы? Из газеты слухов она и узнала. В игре нам четко дают понять, что и про доктора Марселя ей известно. Она слышала рассказы о докторе Марселе. Ты знаешь, что о нем говорят, это все правда. Ты знаешь слухи. Он известен тем, что ненавидит детей с тех пор, как девочка спустила его с лестницы. Некоторые заметили, что в конце игры, когда Лили заходит в комнату, где 10 лет была заточена Эдна, разрез в стене был в другом месте. Сразу спешу вас успокоить. Это не шальное воображение Лили, это ошибка Поки. Он сам это признает в дополнении. Лили на протяжении всей игры показывают нам как застенчивую, послушную, скромную, хорошую девочку. Но на самом деле она завистливая, неуверенная в себе, больная маленькая девочка. Она самая молоденькая ученица в монастыре. У нее нет друзей, и никто с ней не разговаривает. Это ее очень бесит, и внутри нее копится злость, которую она пытается компенсировать, общаясь с фруктами, шариками, насекомыми, оторванными головами кукол и другими неоживленными предметами. Такие воображаемые собеседники становятся ее единственными друзьями в мире, где она чувствует себя одинокой и непонятой. Никто не воспринимает ее всерьез, а она их взамен тихо ненавидит. Вспомните хотя бы, как она признается, что каждую ночь пробирается в комнату к Шай с ножницами, чтобы отрезать ей волосы, но ей не хватает духу, и она каждый раз возвращается обратно ни с чем. Так гнев постоянно копится в ее сердце. Она впитывает всю токсичность, что окружает ее, выплескивая ее в мелких пакостях, которые мы делаем на протяжении всей игры. Например, отрывая головы кукол или подкидывая ядовитые ягоды в чай Игнац. Кто это такая? Помимо детей в монастыре живет мать-настоятельница по имени Игнац. У нее тоже есть психологические травмы. В детстве она случайно убила своего любимого питомца-паука, пробив ему голову, когда хотела сделать из него единорога. После этого она возненавидела себя, своего внутреннего ребенка, а самое главное,
детство и детскую невинность. Она ненавидит детей и в особенности Лили. Она постоянно кричит на девочку и заваливает ее работой, порой даже той, которую она не в состоянии выполнить. Например, выкопать яму лопатой, которая находится в закрытом подвале, в который Игнац строго запрещает заходить. Или избавиться от термитов на дереве. Только как и при помощи чего? Какая же ты тупая мелкая девчонка, Лили! В любом случае, она всегда будет ей недовольна, и все будет не так. И возвращаться в монастырь, не выполнив поручения, девочке тоже нельзя. Поэтому она часто оставалась одна на улице, даже в ливень. На протяжении всей игры девчушка не может говорить. Она очень тихая и молчаливая. А когда она все-таки пытается возразить, ее перебивают. Возможно, это из-за матери-настоятельницы. Кажется, она запугала ребенка. Ведь нам ясно дали понять, что на самом деле Лили очень болтливая и откровенная. По крайней мере, была. Наша главная героиня очевидно больна. Я не уверена, какой у нее диагноз, шизофрения, раздвоение личности или другие психические заболевания, которые формируют ее маньячные наклонности. Вы правильно услышали? Лили – серийная убийца, маньяк, и у нее огромное количество жертв. Давайте их перечислим. Я такая довольная почему-то. Первым она убила Фримана, когда сначала его почти утопила, затем скинула на него улей с пчелами, на которых у Фримана аллергия, а затем случайно проложила медом путь, по которому термиты доползли до мальчика и съели его заживо. Следом умер трусишка Мемфис. Он залез в печь, словно в бункер, а Лили заперла его в ней, закинув туда предварительно бомбу. Мальчик взорвался. Биргит повесилась после наезда матери-настоятельницы, ведь Лили убедила ее, что Игнац хочет видеть на флаге изображение хомяка. Но на самом деле та их ненавидела и даже сама одного заспиртовала, чтобы детям было на ком тренироваться делать вскрытие на уроке биологии. Не понимаю ее наезда на хомяков. Вы знали, что хомяки каннибалы? Думаю, если бы Игнац об этом узнала, то не стала бы так сильно ругаться. Фрэнка придавил огромный крест, когда Лили помогла ему в раскопках сокровищ тамплиеров, отдав ему отбивной молоток. Когда в монастырь приехал клоун, сбросила на него тяжелую люстру. Шони умер от передозировки. Тут у многих, кстати, ошибочное представление об этой сцене. Лили хотела впечатлить Шони, чтобы он отдал ей рецепт для матери-настоятельницы. Нам показали, что Лили решила выстрелить в воробьев, но промахнулась, и тогда с неба упал орел. Шони увидел это, понял, какая Лили крутая, и отдал ей рецепт. Но на деле все было не так. Шони был занят поджиганием паутин. Он же такой плохой парень. Шони отказывался возвращать Лили рецепт, пока та не сделает что-нибудь крутое. Но это невозможно, ведь та никогда даже не стреляла в воробьев из рогатки. Тогда Лили решилась выстрелить в воробьев прямо из ружья, чтобы впечатлить мальчика. Но промахнулась. Все! Никакого орла не было. Громкий выстрел привлек внимание Шони. Он обернулся и, наконец, обратил внимание на труп Фримана на скамейке. До этого он прошел мимо и сразу начал хулиганить, не обращая ни на что внимания. Он был не просто шокирован, а серьезно напуган. Курение убивает. Далее погибли Шай с Капу. Лили уронила горгулью, которая придавила обоих. Сука упала в пропасть после того, как Лили спилила кусок дерева, на котором качалась ее жертва. После этого она взорвала голубя, привязав к нему петарды. В одной из концовок она может убить доктора Марселя, зарезав его ножом. Человек-пчела сам спрыгнул с крыши, и да, я знаю, что он в конце там полетел. Остается только городской хомяк Матса, которого съедает филин. Про этого хомяка Поки объяснил в дополнении. Он назван в честь соработника, который покупает все, на что есть скидка. Вот и хомяк постоянно все норовит украсть. А одет он так в качестве отсылки на хомяков G-Force, которых Матса подарил Поки на день рождения. Все эти убийства были не нарочно или случайно. Она не осознавала, что проходит через трупы.
На протяжении всей игры нам показывают, что Лили страдает не только от одиночества, но и от слуховых и зрительных галлюцинаций. И их стало так много, что она перестала отличать, какие из них лишь часть ее воображения, а какие реальность. Например, когда Фриман кричал или звал на помощь, Лили действительно думала, что ей это кажется, ведь самого мальчика она не видела. Орла придумала ей ее воображение, чтобы объяснить причину реакции Шони, ведь сама Лили не может видеть трупы. Но почему? Как у Эдны защитником ее подсознания выступал Харви, блокируя плохие воспоминания, так и у Лили был защитный механизм в виде гномов. Они закрашивали все плохое в розовый цвет, чтобы не травмировать и без того хрупкую психику маленькой девочки. Она их видела и до событий игры. И в дополнение Поки объясняет их функцию. Они на самом деле появляются из ее подсознания, начиная окрашивать все в розовый цвет, с чем Лили не справляется. Ее психика перегружена. Когда Лили впадает в транс, мы видим, как они выполняют свою вторичную функцию. Как говорит нам Мирания, медиум, мир снов – это мир транса, а подземный мир – это царство духов, пространство между. В результате эти гномы также являются духами усопших, то есть теми самыми ребятами, которых убила Лили. Давайте внимательно на них посмотрим. Эти 3 гнома в странных шляпах и с усами – старые духи. Среди них есть и Макс Микса, с которым разговаривает Мирания. Остальные 7 – дети, которых сегодня убила Лили. Медиум даже сама подчеркивает, что конкретно сегодня духов стало гораздо больше. Что касается визуалов, вы и сами заметили, что по мере углубления в разум Лили, они физически увеличиваются, становясь более противными и угрожающими, что показывает, насколько тяжелое на самом деле подсознание у нашей ГГ. Почему тогда девочка не видит бармена в образе гнома? Потому что она уверена, что он спит. Ну и напоследок самое вкусненькое. Существуют ли Эдна и Гаррет на самом деле? Ведь в конце доктор Марсель рассказывает нам, что они лишь часть ее воображения. Так ли это? Да, сейчас я вам это докажу. Начнем с Эдны. Лили – одинокая девочка без друзей. Ей не дарят подарки, постоянно наказывают, да и поговорить не удается. Она слабая и послушная девочка. Но вдруг она узнает об Эдне, бунтарке, что сбежала из приюта для душевнобольных. И та представляет ее как символ сопротивления и свободы. Все это побуждает девочку создать себе воображаемого друга. И образ Эдны пришелся туда как раз кстати. В своей комнате Лили проживает одна. Личных вещей у Эдны нет. В шкафу нет ее формы, а на полках Лили аккуратно лежит ее одежда. Эдна ни разу за всю игру ни к чему не прикасалась. Все действия за нее делала сама девочка. Никто не видит Эдну и не обращает на нее внимания, кроме нашей ГГ, ведь та часть ее подсознания. Лили использует ее образ, чтобы оправдывать свои плохие поступки. Когда Эдна говорит «я сделала то или сё», она описывает то, что делала в реальности Лили, прикрываясь своей второй личностью. Тогда как мы можем объяснить личные вещи Эдны, которые Лили должна была уничтожить к прибытию доктора Марселя? Дневник Эдны – это дневник Лили. В контексте игры Лили могла и не осознавать или забыть, что она сама когда-то могла это написать. Легко вести дневник, описывая свои шалости от лица своей смелой подружки, не чувствуя за собой вины. Шарик с портретом Эдны. Нам на протяжении всей игры говорили, что у Лили нет талантов, но на самом деле это не так. Это внушение матери-настоятельницы. Мы знаем, что она была строга к девочке и позволяла ей творить только на базовом уровне. Так она могла вышивать только крестики и простые стежки. Я могла бы предположить, что этот рисунок сделали и другие дети, если бы рассказчик не сообщил, что на шарике автопортрет, а Эдна не подтвердила, что она сама его там оставила. К тому же Лили часто качалась на люстре, как на качелях. Письмо Эдны – сплошной парадокс. Да, Лили избавилась от улик, но ее подсознание знает, что на самом деле виновата она сама, и никакой Эдны на самом деле нет. Тогда, чтобы не ранить чувства Лили, ее воображение создает образ письма, чтобы заставить девочку сбежать из монастыря, пока ее не поймали. Остается самое трудное –
Пещера. Девочка, как нам известно, часто блуждала ночью. Ей не было места в монастыре. Иногда Игнац даже запрещала ей возвращаться, пока она не выполнит поручение. Поэтому девочке приходилось искать себе убежище. Так, идя по аккуратно проложенной тропинке, она вышла к пещерке прямо под монастырем. Это место стало ее укрытием. Она порой возвращалась туда, представляя, как сбегает из приюта, прям как Эдна когда-то сбежала из приюта для душевнобольных. Если вы приглядитесь, то заметите белые свечи. Точно такие же находятся на всей территории школы. Зная характер, образ и поступки Лили, мы можем смело заявить, что Лили ходила туда одна, перетаскивая туда личные вещи один за другим. С Эдной разобрались, и остался только Гэррет. Среди фанатов все еще есть сомнения насчет него. Если Эдну Лили придумала в качестве воображаемого друга, то Гэррет выступает как символ силы и защиты. Гэррет Гордон Гандергор. Даже его имя звучит по-детски. Как только Лили понимает, что Эдне грозит опасность, то есть ей же самой грозит опасность, ее сознание придумывает личность, которая будет ее защищать от нападов одноклассников и матери-настоятельницы, а в последующем поможет ей сбежать в случае опасности. Следователь из юношеского департамента полиции, такой должности не существует. Когда Лили начала понимать, что действия Игнац, скорее всего, плохие, жестокие и незаконные, она придумала его, чтобы чувствовать защиту и знать, что ее обязательно спасут. Но пока что просто не хватает доказательств. Когда Гэррет дает ей флакон, ее мозг просто подкидывает ей идею. На самом деле никто ей ничего не давал. Даже Игнац говорит, что она все это время просто смотрела на картину. Так почему тогда Лили разбила чашку? Горацио подмечает, что с гипнозом быть ошибок не может. Все дело в том, что в ее голове произошел парадокс. Она знает, что должна дать Игнац чашку с сывороткой правды, но в итоге несет ей обычный чай. Тогда она роняет чашку, чтобы у нее было оправдание выйти из кабинета, где ее никто не видит, и там взять ягоды белладонны, подмешать их в чай и воплотить свою идею, то есть идею Гэррета в жизнь. А что насчет побега и тайной комнаты? В прошлой части нам уже показывали, как детский мозг гиперболизирует и придумывает небылицы на примере Эдны и лестницы в подвале. Или Эдны из следящего портрета Альфреда. В этот раз у нас еще более маленькая девочка, а значит и воображение у нее более яркое. У вас разве не было ощущения, что картина следит за вами? Судя по карте, там просто нет места для тайной комнаты, да и изучить там ничего нельзя. В дополнение Поки признался, что она там просто чтобы быть. Есть тайная комната или нет, сюжет не меняется. Да и в месте, где неожиданно появляется лестница, по факту тоже пустота. Стена слишком тонкая, чтобы сделать там тайный проход. И даже если посмотреть на их с Гэрретом перемещение, то он встречает ее у спален, затем ведет в кабинет Игнац, чтобы показать свою тайную комнату, после опять ее спускает в исповедальню, а там через холл к качелям. Путь очень нелогичный, не так ли? Как, скорее всего, произошло? Лили увидела или услышала из открытого окна Игнац с Горацио, и пока одна старуха везет другого, она быстренько спряталась в исповедальне. Пока эти двое искали Лили в ее комнате, та вышмыгнулась из монастыря. Вот и все. Но как тогда доктор Марсель понял, что Лили больна и Эдна с Гэрретом лишь часть ее воображения? Во-первых, он все-таки психиатр. Во-вторых, она сама ему сказала. Кто виноват, Лили? Эдна и Гэррет, я тут ни при чем. Вам знакома девушка по имени Эдна? Нет, а почему вы спрашиваете? А, понятно, у девки галюны. Собственно, это все Горацио вам объяснил в конце игры. И то, что убийства были лишь несчастным случаем, Эдна выдумка, чтобы сбежать от жизни от друзей, а Гэррет оправдание поступков Эдны и надежда на спасение. В итоге ее две выдуманные личности уговаривают ее не совершать намеренное убийство, защищая ее последний раз. Ведь я считаю, что каноничная концовка последняя, где Лили отрекается от своих воображаемых друзей, посылает Марселя в монастырь и, наконец, вновь обретает голос.
Эти воображаемые друзья помогали ей справиться с одиночеством, но также указывали на тенденцию к галлюцинациям или диссоциативным проявлениям. Эдна как бы передает эстафету Лили, показывая ей путь к свободе. Это создает интересное продолжение и позволяет зрителям увидеть, как сюжет расширяется, а также отражает идею наследия свободы, которую Эдна оставляет Лили. Эдна нужна была, чтобы показать Лили, что можно не подчиняться и бороться за себя, демонстрируя, что свобода порой требует жертв. Но пускай это будет лучше отказ от детской невинности, чем убийство старика. Важно выговариваться, высказывать свое мнение, уметь постоять за себя, а не молчаливо терпеть, ожидая, пока какой-нибудь Гэррет спасет тебя. И вот, когда я как мать-орлица проживала весь сюжет и буквально выплюнула вам его в рот, проглотите его и только попробуйте сказать, что я писька. Надеюсь, я отслужила вам хорошую службу, потому что я старалась. И если я была вам полезна, то поделитесь этим видео с тем, кому также интересна эта игра. Пусть тоже поймет, что к чему. Или проявите какую-нибудь другую активность. Не будьте как Лили в монастыре. Будьте как Лили в психбольнице. С ножом в руке, но с самомнением. Вот.